В этом видео я выполнил все ачивки в Майнкрафте на супер плоском мире в режиме хардкор. И стоит сразу обговорить, что я не менял версии игры и не трогал файлы мира, использовав только косметические модификации для игры и содиум. Итак, создав и появившись в мире, я сразу выполнил несколько ачивок по типу срубить дерево, создать свою первую кирку и так далее. Далее я пробежался, облутав деревню, попутно убивая големов и добыв свое первое железо. Потом я выбрал деревню для жизни и принялся строить ферму железа. В целом довольно удобно строить фермы в супер плоском мире. Встретил странствующего торговца, который продал мне капельники для размножения лавы. Вообще крайне много ресурсов в супер плоском мире возможно получить только с помощью странствующего торговца. Такие как, например, тыквы, тростник, арбузы и так далее. Сделав железную броню и инструменты, я отправился мародерить другие деревни для добычи книг, ведь тростника у меня не было. Также я искал стол лучника для фарма изумрудов через палки, но удача отвернулась от меня, и я его не нашел. А скрафтить его я попросту не мог, ведь в супер плоском мире просто-напросто нет гравия. Однако все же потом, попав в ад, я смог добыть кремень и создать стол лучника. Далее в планах было построить простейшую ферму мобов для фарма опыта, костей и кое-чего еще, о чем вы узнаете немножко позже. Для фермы мобов нужно было большое количество строительных блоков. И так как я не хотел стоять и добывать булыгу на генераторе камня, было решено отправиться в ад для добычи незерака. Параллельно с этим я обзавелся простеньким трейдхоллом жителей, дабы выфармить нужные мне книжки. Расторговав жителей с помощью железа, полученного на ферме, я довольно быстро получил алмазную броню и инструменты. После чего я принялся выбивать нужные мне книжки. Занимало это огромное количество времени, и занимался я этим и на стримах, и после них. Зачаровав все же броню на защиту 4 с помощью жителей, я побежал в ад лутать адские структуры. Нафармив нужное мне количество палочек блейзов, я решил убить дракона и отправился на поиски крепости Энда. И тут вы спросите, а где в супер плоском мире находится крепость? А все очень просто. В небе. Начиная с версии 1.4.2 в супер плоском мире могут появляться крепости Энда, а это дает возможность пройти Майнкрафт в этом пустом мире. Облутав Стронгхолд, я отправился в Энд для убийства дракона. Это чё, высоко не лет... Далее мне было необходимо найти себе элитры для ачивки, а также шалкеры. Найдя спустя несколько часов город Энда с кораблем, я получил элитры, а с помощью ведра воды я смог подлететь на 50 блоков от снаряда шалкера, тем самым выполнив ачивку. Далее залутал себе еще элитр, ведь книжек на прочность у меня все еще не было, и это была боль. Набрав полные карманы лута и хорусов, а также заполучив орнамент для брони шпиль, я отправился домой. Вернувшись, я сделал ферму пчелиных ульев, чтобы выполнить еще несколько ачивок, связанных с медом и медными блоками. Я просто выращивал в линию деревья, между которыми была куча цветов. И так с 5% шансом на дереве может появиться улей. Но стоп! Как я получил медь? Может быть, я нашел медную руду? Нет. Или в сундуках? Тоже нет. А все довольно просто. Я модернизировал простеньким механизмом свою ферму мобов в ферму утопленников. Да, если вы не знали, с утопленников могут с таким же шансом, как и зомби, выпасть не железные слитки, а медные. Итак, простояв 30 минут на ферме, у меня уже было около полустака меди, что помогло мне выполнить сразу 4 ачивки. Получив меч на добычу 3, я отправился в ад, дабы заполучить несколько голов визер-скелетов, чтобы впоследствии получить маяк и возможность выполнить достижение невозможное возможно. Если кто не знает, эта ачивка получается путем накладывания на игрока всех возможных эффектов, в том числе левитация от шалкеров, то есть вам нужны не только зелья, но и некоторые мобы. Получив 3 визер-головы, я встал в АФК, чтобы ко мне пришел странствующий торговец. Он необходим нам для выполнения сразу нескольких ачивок. Так от него нам нужны арбуз для ачивки Робин Бобин, которую можно получить, если съесть все виды еды. Тыква для создания голема и достижения 3 закона големотехники. И ведро воды с любой рыбой для ачивки рыбацкая хитрость, которая требует ловли рыбы с помощью ведра. А так как достать вышеперечисленные предметы тут нельзя, единственный вариант выполнения данных достижений — это странствующий торговец. Но эти жители не приходили долго. Очень долго. Очень-очень долго. И так и не пришли. И на следующий день я отправился копать незерит. У меня было пару слитков, украденных из бастиона, но мне было необходимо целых 5 для полного сета незеритовой брони и незеритовой мотыки. Да-да, в Майнкрафте есть и такое достижение, не удивляйтесь. Ах да, совсем забыл сказать, я также сделал портал в сумеречный лес, но он почему-то не работал. И я решил сделать там свой тайник с ценными ресурсами. Сделав маяк, я отправился в бастион на поиски шаблона для брони и зачарованного золотого яблока. Однако...
Нет, нет, нет! Как вы могли понять, я умер, и это был мой первый мир, в котором я зашел так далеко. В нем, не торопясь, я играл уже целых 5 дней, и оставалось только уйти в уныние и забыть об идее выполнить все ачивки в суперплоском мире. Но я не сдался и создал новый мир. Выполнив всю эту стандартную начальную рутину, я почти сразу же нашел крепость Энда и решил ее облутать. Но я снова умер, будучи забитый слизнями. Их тут очень много. Опять создал новый мир, а потом умер еще раз и еще раз. Но все же, начав 5-ю попытку, я крайне быстро развился. Опять построил ферму железа и ферму мобов. Отправился в ад, далее в Энд, убил дракона, получил его яйцо, набрал дыхание, нашел элитры, шаблон для брони, подлетел на 50 блоков вверх, воскресил дракона, полностью выполнил достижение из вкладки Энд. Далее с какой-то сумасшедшей удачей я смог нафармить целых 8 голов визора и отправился в Бастион. В место, где в прошлый раз, достигший таких высот, я обжегся от собственной гордыни. Теперь я подготовился куда основательней. Сделал полстака золотых яблок, набрал кучу стрел и не лутал сундуки, пока не удостоверялся, что все пиглины были убиты, или же я находился вне зоны их досягаемости. Таким образом, крайне аккуратно и все же чуть не попрощавшись с жизнью, я получил целых 4 назеритовых слитка и 2 обломка. Накопав недостающих обломков для 5-го слитка назерита, я улучшил свою броню и создал назеритовую мотыгу. Также я использовал 4 разных доступных мне в этом мире шаблона для брони, а именно шаблон ребро из адской крепости, око из крепости Энда, рыло из бастиона и шпиль из города Энда. Потом я убил несколько визоров для получения маяка и визор рос. Далее я вылез на крышу ада, выполнив ачивку кротовая нора. Забыл сказать, что параллельно я выполнил ачивку горячий тур, посетив все адские биомы. Наконец-то поторговал с пиглинами, получив еще одну ачивку. А также создал маяк возрождения. Создал ловушку для Гаста, чтобы выполнить ачивку война миров. Для нее всего лишь требуется убить Гаста в обычном мире. Но заманить Гаста в портал — это та еще морока. Главное, чтобы Гаст не исчез. Есть! Как вы, наверное, поняли, все это я стримил на своем Twitch канале. Так что и вы заходите, чтобы узнать, о чем же будет следующее видео. Также я перетащил лавомерку в обычный мир, прокатился на ней 50 блоков и выполнил еще одно достижение. И в этот момент большая часть достижений была уже выполнена. И оставались только такие, для которых ресурсы требовалось искать часами. Так, например, на поиск рейдеров у меня ушла пара-тройка часов. Не знаю почему, но рейдеры очень неохотно спавнятся на суперплоском мире. Но все же я смог заполучить целых 3 зловещие бутылочки. И все они мне необходимы для ачивки невозможное возможно. А также для достижения герой деревни, свет в конце туннеля и кто тут теперь разбойник. Совсем забыл сказать, что в этом мире я также добыл медь и выполнил все связанные с нею и медом ачивки. Еще из простеньких я использовал чернила от светящегося спрута, создал автосборщик автосборщиком и защитил жителя от удара молнии. Спустя долгие часы АФК получил у торговца тыкву и создал железного голема. Также я не забыл считать редстоун сигнал с резной книжной полки компаратором. Боже, кто придумал эту ачивку? А получив ламинарий, я смог сделать водяной лифт, через который я доставил жителя на самую высокую точку мира и поторговал с ним. Потом сделал оттуда вотердроп в самую низкую точку мира, за что получил еще одну ачивку. Есть! Попал в скелет из 50 блоков. О, ебой! А также попал с помощью механизмика в блок мишени с 30 блоков. Далее я убил корову, овцу, курицу, свинью и микрослайма одной стрелой из арбалета на пронзатель. На всякий случай еще и под зельем силы. Так я и получил еще одну скрытую ачивку в Майнкрафте. Под прекрасным названием Арбалистика. Также мне нужно было убить 2 фантомов для одного из достижений. Однако тут я столкнулся с проблемой. Хоть я уже и не спал в Майнкрафте много дней, фантомы все не прилетали. И как оказалось, фантомы спавнятся только если игрок находится выше 63 высоты. Так что, поднявшись на свою ферму мобов и немного подождав, я увидел первых фантомов. Далее я заманил их в ловушку и убил все тем же арбалетом. Немного порыбачив, я принялся приручать все виды кошек.
В Майнкрафте их целых 11 штук. И так как вокруг меня куча деревень, это не заняло много времени. Закончив с кошками, мне нужно было размножить все виды животных в Майнкрафте. Коров, свиней и овец было найти не проблемой, лам я позаимствовал у странствующего торговца, лавомерок нашел в аду. Также я сильно удивился, когда узнал, что хоглинов, да, этих свиней зовут хоглины, хотя им лучше бы подошло боровы. Ну, в общем-то, их тоже можно размножать с помощью красных адских грибов. Не забыл я и про лошадей, мулов, ослов, кошек и пчел. А вот кроликов пришлось поискать. После чего я сварил зелье слабости и вылечил зомби-жителя. И, конечно, я не забыл про магнетит. Далее насобирал практически двойной сундук всей еды в Майнкрафте для ачивки Робин Бобин. Теперь мы переходим практически к финалу. Остается только убить всех мобов в Майнкрафте и получить все возможные эффекты. И перед тем, как я расскажу, как же я получил все эффекты, возможные в Майнкрафте, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео, чтобы не пропустить выхода следующих роликов. Также напишите в комментарии, какую ачивку, как вы думаете, вы выполняли чаще всего. Как же я получил все эффекты, возможные в Майнкрафте? Ведь для этого мне нужен Варден, Морской Страж и Дельфин. Итак, барабанная дробь. Никак. Этих мобов невозможно найти в супер плоском мире Майнкрафт, поэтому и выполнить эту ачивку невозможно, как и многие другие, связанные с различными структурами Майнкрафт. К сожалению, в супер плоском мире существует только две структуры. Это деревня и Стронгхолд. Также все адские и все структуры из Эндермира. Но я все же не поленился и получил все доступные мне эффекты здесь. Да, фактически я не выполнил ачивку, но давайте засчитаем это. Все. Сейчас аккуратно, главное не... Попытка всего одна. Все зельки тут сначала хорошие, потом плохие. Короче, сначала гнилая плоть, потом иглобрюх, потом загадочный рагу, потом золотое яблоко. Перед ними еще два дурных знака. Выпить. Яблоко последнее. Короче, сейчас я получаю все хорошие эффекты, подбегаю к этим чувакам. И получаю это, отбегаю, чтобы получить эффект. И все. Поехали. Поехали. 5 минут. Так, давай, делай. Почему в меня стрела не попадает? Попала. Найс! Все. Нет, не найс. Все. Было. Теперь точно, я в моменте испугался, но было. Подытожив, полностью я выполнил лишь 83 ачивки из 122, доступных на версии 1.21. Но также практически выполнил ачивку убийца монстров, Робин Бобин и невозможное возможно. Что ж, это все. Неплохая вышла история. Местами грустная, местами веселая, но главное, что поучительная. Если вам понравилось это видео, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. До новых встреч. Пока.